Генеральный спонсор канала — страйкбольный магазин Airsoft Rus. Всем привет, с вами Александр Евгеньевич, вы на канале Red Army Airsoft, и это продолжение серии выпусков «Снайпер в страйкболе». Пока не начался игровой сезон, мы будем рассказывать про нашу винтовку на воздухе высокого давления. А конкретно этот выпуск будет посвящен обзору приклада с редуктором Redline Airstock. Прежде чем начать рассказывать, хочу ответить на самый популярный вопрос, который нам задают последние 1,5 месяца. Где купить ВВД-системы? Где купить такой приклад? Кто всем этим занимается в России? Так как в большей степени мы все заказывали за границей, ответить на этот вопрос мы не могли. Ну а теперь можем. В Москве есть такая кастомная мастерская Кугель-Вефер, которая профессионально занимается ВВД-системами. Более того, Кугель-Вефер является официальным дистрибьютором Wolverine и Redline в России. По вопросам покупки, сборки, настройки ВВД-систем, пожалуйста, обращайтесь к ним. Они в этом вопросе, в отличие от нас, съели собаку. Тем более, что они делают кастомные вундервафли на основе ВВД. Например, они сделали ВВД СВУ и, насколько мы знаем, ПКМ. Ссылка на их группу ВКонтакте находится в описании к этому видео. Ну а теперь можно перейти к обзору. И по традиции рассказывать будет наш командный марксман. Этот выпуск мы посвятим обзору Redline Airstock. Это приклад для приводов М-серии, который позволяет поставить редуктор низкого давления и четвертьлитровый баллон с воздухом, тем самым избавляет от необходимости таскать за спиной баллон и мамбу. Баллоны такого размера выпускают несколько компаний. Это Ninja Paintball, Guerrilla, GI Sports и еще кто-то. Одного такого баллона хватает, чтобы сделать от 400 до 1000 выстрелов, в зависимости от установленной системы и настроек выхлопа. Например, Minecraft на 170 метров в секунду дает около 400 выстрелов. А самая экономная SMP на CQB настройках, то есть 120, может выдать всю 1000. Airstock устанавливается на стандартные для егов крепление трубы приклада, которое требует небольшой модификации. Прикручивается винтом и поджимается гайкой. Таким образом, приклад держится на единственном винте, без ввинчивания в направляющую пружины гирбокса. Это накладывает некоторые требования к материалу изготовления корпуса. Низкокачественный порошковый сплав может попросту не справиться с нагрузкой. Разберем процесс установки. Для начала нужно разобрать привод, снять верхний ресивер, открутить трубу приклада, снять мотор и пистолетную рукоять и вытащить гирбокс. Далее следует примерить пластину основания Airstock и отметить на креплении трубы ее толщину. По этой отметке с небольшим отступлением в меньшую сторону крепление трубы на ресивер нужно будет отпилить. Пилить следует дремелем, болгаркой или любым подобным инструментом, так как важна ровная плоскость. В итоге крепление трубы приклада должно быть чуть-чуть меньше толщины пластины Airstock, чтобы при затягивании винта было натяжение. Далее все просто. Прикручиваем крепление баллона винтом, тем самым закрепляя Airstock на ресивере. Готово. Ресивер готов к установке ВВД гира и подключению шлангов. В собранном виде все это выглядит вот так. Остается ввинтить баллон до упора, при этом будет слышно открытие клапана на баллоне. Система под давлением.
Кстати, о давлении. В AirStock стоит регулятор низкого давления Redline Firebase. Он работает с входным давлением от 300 до 900 psi и может выдавать на выходе от 40 до 140, чего более чем достаточно для всех популярных ВВД-систем. Важным плюсом этого регулятора является его скорость. После выстрела он максимально быстро восстанавливает давление в линии. Таким образом, следующий выстрел будет производиться с тем же давлением даже при высокой скорострельности. Некоторые другие регуляторы, рассчитанные на стрельбу спрингов, имеют меньшую скорость и не подходят для темповой полуавтоматической стрельбы, и тем более для автомата. Важно отметить, что AirStock работает от баллонов с низким выходным давлением 300-400 psi. Распространенные баллоны с регуляторами на 800 psi выдают слишком высокое давление, и скорее всего его не выдержат пластиковые воздушные линии и фитинги. Регулировка давления и скорости вылета шара осуществляется шестигранником с торца регулятора. Регулировка плавная и имеет широкий диапазон. Также на этом регуляторе есть так называемый Tournament Lock. Это механизм защиты от овертюнщиков. Организаторы могут поставить на хронометраже свою пломбу, тем самым перекрыть доступ к винту регулировки. На приличных больших играх ВВД-регуляторы без Tournament Lock попросту не допускаются. Единственный обнаруженный недостаток AirStock – это холодный баллон. В прохладную погоду прикладываться к железяке щекой не очень приятно, даже через балаклаву. Производитель выпускает пластиковую накладку типа Crane Stock, но по отзывам она не очень хорошо держится. Есть народный метод – обклеить баллон тонкой пенкой. А следующий выпуск мы посвятим вопросам заправки баллонов и осветим все доступные варианты. Не забывайте подписаться на наш канал, чтобы не пропустить следующие выпуски серии Снайпер в страйкболе. Всем пока!